Всем привет, ребята! Сегодня поговорим на такую очень тему, которая коснулась меня, и я думаю, у многих есть такое. Это видео я переписываю уже второй раз, потому что мне есть что добавить. Предыдущее видео я не монтировала и не выпускала из-за того, что есть определенные обстоятельства. Вот. Сегодня я расскажу такую тему. Вы привыкли все меня видеть очень веселый, улыбающийся, но в этом видео точно нет. Если вы видите улыбку, это просто защитная реакция организма такая. Вот. Это видео, конечно, будет, может быть, немного грустным, серьезным. Конечно, последующие видео вы там все равно будете видеть меня веселой и так далее. Вот сегодня мы поговорим о такой теме, как суицид, суицидальные мысли, депрессия и все последующее. У меня есть 3 друга, которые страдают этим. Это разных полов, разной национальности, вообще все, но их объединяет одно — это депрессия, которая у всех разные причины, конечно, но у них все схожие стадии, которыми мне пришлось столкнуться. Когда с суицидом, то есть обязательно, с депрессией рядом суицидальные мысли, попытки суицида, причем несколько. Понимаете, можно взять вот из них троих любого, и вот это описание подойдет под каждого из них. Хоть я и с ним познакомилась на разных этапах, но 3 одинаковые причины. 3 критерия, которые вот подходят прям идеально. Это обязательно суицидальные мысли, депрессия, причем очень сильная депрессия. Меняющееся настроение вот буквально вот так по щелчку, и ты просто иногда не можешь определить, в какой момент это произойдет. Обязательно таблетки и алкоголь. Таблетки либо назначены врачом, либо как попытка. Вот. И алкоголь в безмерных количествах. Я ни в коем случае не осуждаю этих людей, потому что мы не знаем их ситуации. Почему? В смысле, когда вы с ними дружите, вы, естественно, знаете, но большинство людей не знают причины и начинают осуждать. Я никогда в жизни этих людей не буду осуждать, потому что мы не знаем, в какой момент мы можем сами также оказаться в таком состоянии и что может привести к такому состоянию. Вот. У них поведение всегда очень меняющееся вот буквально за секунду, потому что из троих с 2 я потеряла связь. Я не знаю, что в данный момент с ними. Это большая ошибка в плане того, что когда есть расстояние, вот это ты не можешь ничего сделать, кроме как поговорить либо позвонить. У тебя в доступе реально только есть этот, телефон, там, социальные сети. Хорошо, когда вы живете рядом и знаете про таких людей. Хорошо, когда вы знаете адрес и всегда можете, в любой момент прийти. А когда есть огромное расстояние и, допустим, обстоятельства как работа, я бы, конечно, с удовольствием села бы и приехала, и поговорила бы с ними. Но как есть такие обстоятельства, расстояние работы, вот это большое ограничение. И, пожалуйста, если у вас есть возможность, как можно больше соберите информации, которая вы потом сможете, допустим, дозвониться человеку или тот же самый адрес узнать, чтобы, если что, в крайнем случае всегда приехать. У меня момент только на всем этапе их с ними общения, у меня только телефон. Это социальные сети, телефон, да, я могу позвонить по WhatsApp или там, допустим, по тому же Инстаграму, но когда человек тебе не отвечает, ты не знаешь про этот адрес, и ты ничего не можешь сделать, к сожалению. Тебе только остается догадываться. Вот, у меня только есть телефон, и как прервать сообщение может внезапно. С одним человеком
у меня было так, то что мы на протяжении нескольких месяцев очень прикольно общались, это было очень здорово. Человек веселый, ты такой, эй, там, подбадриваете друг друга, там, а, пожелания всякие прикольные, ну, короче, прям как друзья. И в один прекрасный момент у человека меняется настроение. Когда вот так у человека меняется настроение, плюс еще это способствует с алкоголем, это вообще очень ужасно. Маленькая такая грань, тонкая граница вот эта, которая может либо в одну, либо в другую сторону. И ты не знаешь, какой это может быть. Потому что под воздействием алкоголя человек может быть веселый, и он не думает о депрессии, своих социальных мыслях, просто, ну, то, что пьяный. А может быть, наоборот, под воздействием алкоголя перейти в другую черту. Вот. И будут такие, ну, моменты, когда человек просто пьяный, человек просто пьяный, и ты пишешь, человек просто тебе отвечает ха-ха, и все. Либо в этот момент, если понимаешь, что с этим человеком ничего не случится, лучше его оставить, и пусть он сам себя придет. Либо просто сидеть и ждать, и написывать, чтобы он тебе отвечал, и, ну, так ты будешь понимать, что он живой. В один момент мне попало так, что когда человек было необходимо поговорить. И я сидела до 4 утра говорила. Мне тяжело говорить, у меня аж прям ком в горле, и от этого прям очень ужасно. Вот то, что у меня спирать дыхание, я не могу нормально говорить, как обычно. Вот, и то есть с человеком сидела, разговаривала до 4 утра, ну, я имею в виду переписывалась, чтобы... Здесь важный момент, чтобы человек смог высказаться, сказать все, что он хочет, и ни в коем случае его не прерывать. Знаете, иногда лучше пожертвовать сном и при этом знать, что человек жив, нежели идти спать и просто не прочитать, допустим, он сообщение, и ты не знаешь, что с ним в данный момент. Вот. И была ситуация, то, что вот человек, типа, веселый, все хорошо. Все этапы его настроения я уже, типа, ну, понимала, когда лучше оставить, когда лучше поговорить. Ну, насколько я могла понимать в данный момент. Вот, и в один утром было все прекрасно. Пообщались, было весело, там хей-хей, а вечером просто одно сообщение со словом бай, и все. Как бы человек тебе не отвечает, ты не знаешь, что в данный момент с этим человеком, ты не знаешь, что у него произошло, потому что он тебе не скажет. А, ты не знаешь, спровоцировал ли ты такое поведение этого человека. Но, насколько я спрашиваю, это типа не, ну, не сам человек виноват, а просто под воздействием, может быть, таблеток, которые он принимает. Либо под своим настроением, что он удаляет, что люди удаляют Инстаграм, удаляют там, ну, все соцсети, телефоны всех своих знакомых. Это типа, ну, норма для них считается. Вот, и как бы все. И ты не знаешь. И я сидела очень долго думала, что именно с человеком произошло. Почему так? И как бы виноват ты ли в этом? Что ты, может быть, не сказал? Так, либо что-то такое сказала, что... Ну, я всегда осторожна с такими людьми, но как бы, ну, ничего такого не предвещало. Ты даже не можешь понять, из-за чего. И все, в данный момент я не знаю, что с человеком, живой он или нет. Ну, будем так говорить. Все хорошо. Я надеюсь, просто из-за того, что это под воздействием настроения человек просто решил прекратить общение. Я ни в коем случае, еще раз повторяю, не осуждаю, но это выбор человека. И как бы если он считает, что ему так легче и так лучше, то почему? Ладно, ты принимаешь эту информацию, ты говоришь, окей, хорошо, но ты все равно переживаешь за этого человека. И кто под воздействием, ну, имеет депрессию, не все говорят, типа, вот, я очень плохой, я очень нытик, там, допустим, я не могу быть сильным. И как бы они винят себя во всем. И получается так, что они не навязывают. Ну, они считают, что они навязываются другим из-за того, что они считают, что они ничего не могут сделать, они очень слабые, не могут справиться с своим состоянием. Это не так.
а, эти люди очень сильные сами по себе, они очень хорошие, но бывают такие жизненные моменты, что они не справляются, но все мы люди, и мы не железные, мы не можем быть постоянно, типа, навеселе, постоянно быть такими сильными, нас ничего не трогает, мы все получим. Нет, это бывает обстоятельства. Бывает, кто-то с ними может справиться, а кто-то не может. Кто-то сильнее, ну, кто-то может подавлять в себе эти эмоции, а кому-то надо выплеснуть наружу. Вот. Я не знаю, конечно, как система в Европе в плане того, что вот, ну, в России я могу сказать то, что мало кто пойдет к врачу с такими проблемами, потому что окружение будет считать тебя, типа, самым, типа, сумасшедший ты. Вот, тебе могут не то, что там беседы проводить, а просто выписать таблетки, или ты будешь приходить, и каждый раз там тебе будут увеличивать дозу, допустим, да? Ты можешь наврать то, что у тебя все хорошо, ну, ну, мне было бы, конечно, интересно, как в Европе проходит, как там, на самом деле, они там все это разговаривают, что-то разбирают, какие-то проблемы. Я, конечно, понимаю, что в России есть отличные там психиатры, психологи, которые помогают справляться, но это тоже маленькая единица, не такие масштабы, как хотелось бы. Вот. А вторая ситуация в плане того, что это уже человек моей национальности, вот, с которым мне в плане, ну, попроще именно по общению, я больше понимаю а, состояние человека. Я всегда пытаюсь поддержать таких людей, я всегда стараюсь делать так, чтобы им было комфортно, и чтобы они хоть чуть-чуть забыли о своих проблемах. Потому что обычно получается так, что они все ставят стоп на себе и не видят как бы никакого выхода. Но я наоборот стараюсь то, что типа давай посмотрим какие-то... может быть, мы еще не все попробовали, что мы могли бы сделать. Мы должны найти все равно выход. Постараться. Если не получится, все, мы оставляем это. И получается, я знаю проблему этого человека и знаю, в чем причина. К сожалению, там ничем в плане именно эмоциональности не помочь, потому что там человек э, ну, сам, по идее, должен немножечко справиться с этим. Ты только можешь его подбодрить, но и то иногда в таких моментах вообще то, что там пытаешься сделать, иногда не помогает. Но у человека была еще и другая проблема, с которой реально можно справиться, которая, ну, просто немножечко забрать эту проблему на себя, постараться какие-то найти решения и просто предложить вот такой-то выход, вот такое-то решение, вот такую-то помощь. Вот. И я знаю, на психологии нам рассказывали то, что когда человек хочет сделать социальные действия, он очень хорошее впечатление о себе оставляет, чтобы, ну, люди ничего не подумали, не заподозрили. Вот, к сожалению, все эти моменты совпадают. Я не... Ну, и просто пару дней назад человек там делает, ну, пишет, и ты понимаешь, что вот все, это грань, вот еще чуть-чуть, и все, и не будет человека. Со своей стороны я пыталась поговорить, я пыталась там позвонить тоже, потому что ну, человек просто скидывает, он не берет. У меня было большое облегчение, когда человек просто хотя бы прочитал это сообщение, даже если не ответит. Я была очень рада, когда это видео тупо маленькое сообщение просмотрено. Вот, и потом человек написал, что там то-то, то-то, и после этого мне не отвечал. Не отвечаю я до сих пор. Как бы страница там удалена в одной соцсети, в другой нет, но я не могу никак достучаться, по сути, потому что я пишу, а ответа нет. Я не знаю в данный момент, что я надеюсь, что с этими людьми все хорошо. Я просто надеюсь, что они пребывают в таком состоянии, что они не хотят никого видеть, не хотят ни с кем разговаривать, то, что этот момент реально пройдет, и с ними будет все хорошо, и я смогу потом опять же с ними так дальше общаться, потому что я очень сильно переживаю за них.
Потому что все равно, когда они становятся твоими друзьями, ты беспокоишься. Вот. И тебе всегда хочется, чтобы ты надеешься всегда на самое лучшее. Ну, так устроен человек. Ты не хочешь, чтобы было это что-то плохое. Почему я решила записать это видео? Потому что, может, мне будет даже самой так легче высказать все эти мысли, все, что накопилось. Поэтому я очень прошу людей, которые знают таких, которые имеют проблемы с депрессией, пожалуйста, обращайте на них больше внимания, пожалуйста, общайтесь с ними, потому что по большей части они все одиноки. Именно в плане общения. У них мало друзей, у них проблемы с родителями, что так просто не придешь, не расскажешь. Они ищут помощь может, в других людях, чтобы с ними просто элементарно поговорили. Вот, и я очень прошу, чтобы вы на такие моменты всегда именно обращали. И я очень хочу, чтобы если вы не можете им помочь, ну хотя бы, чтобы как-то обратились не в разные разные организации по помощи, именно эмоциональными. Может быть, вы знаете супер отличного психолога или психиатра, который не будет давить именно медикаментами, а который сможет проблему именно решить, разобравшись с ней. Вот. Я очень надеюсь, что, возможно, я когда-нибудь с ними еще пообщаюсь. Я очень на это надеюсь, потому что я реально не знаю, что с ними. Я реально не знаю, смогу ли я с ними вообще еще пообщаться. Ответят они мне когда-нибудь или нет. Я не хочу терять таких людей, потому что они сами по себе очень классные, они очень добрые, они очень милые, они очень прекрасные люди, они творческие очень. Ну, не знаю, таких людей ты очень редко встречаешь. Вот. С третьим человеком все хорошо. Это хотя бы уже радует в плане того, что этап, наверное, самой такой депрессии уже прошел. К сожалению, общение тоже сократилось до минимума из-за того, что вот когда в депрессии они не хотят ни с кем общаться, ты понимаешь, что ты не будешь их трогать, ты не будешь им писать. Если захотят они сами, тогда напишут. Ну, ни в коем случае там я не отрекаюсь от этих людей. Я надеюсь, что нам еще удастся очень хорошо с ними пообщаться. Я просто очень хочу, чтобы у них всю жизнь было хорошо. Вот. И в связи с этим, потому что это, ну как, были подписчики, которые, ну, кто-то подписчики, кто-то из другой стези я знакома. Вот. Как бы, может быть, это неправильно, что сильно подпускать людей, что потом из подписчиков они становятся друзьями. Может быть, правильно, я не знаю. Вот, и также, ну, это тяжело в плане того, что вот есть человек, а потом его может просто не стать. И ты знаешь, что он на самом деле это хороший, он ничего такого плохого никому не сделал. Просто не обратили вовремя внимания на это. Вот. И я просто... Почему я перестала сейчас отвечать тоже на личные сообщения, допустим, то же самое в Инстаграме? Потому что эта ситуация тоже влияет на меня. Из-за того, что я сильно переживаю за них, мне потом самой не хочется не общаться ни с кем, ничего тоже делать, потому что у меня все мысли в плане о них, как они себя там все чувствуют, как они поживают, и поэтому ты просто сам эмоционально уже начинаешь выгорать, и тебе поэтому ничего не хочется делать, даже отвечать. И как бы в данный момент я такую паузу взяла, чтобы не общаться, чтобы людей в плане близко не подпускать, потому что я знаю себя, то, что я очень сильно-сильно переживаю так, что это отражается реально на моем здоровье. И вот поэтому я перестала сейчас общаться через Инстаграм. У вас всегда есть возможность, это Ютуб. На Ютубе я вам спокойно отвечу. Ну, потому что в Инстаграме, когда тебе начинают писать, человек более лично
открывается, и он начинает тебе личные темы какие-то рассказывать. В Ютубе, конечно, это не так, вот, но мне самой от этого становится очень-очень-очень тяжело, и как бы мой эмоциональный фон тоже начинает страдать в этом плане. Вот, то есть вы можете видеть веселую меня, а на самом деле вообще мне не очень-то и весело. Вот, я очень призываю вас, если вы можете кому-то помочь, обязательно это сделайте. Просто помогайте другим людям, вытаскивайте из таких состояний. Я хочу, чтобы те люди, которые в этом состоянии, они услышали, что за них всегда есть... У них у каждого есть такой человек, который за них будет переживать. За них о них беспокоятся. Просто их то, что любят и дорожат ими. Я думаю, что они всегда найдут такого человека в своем окружении. Может быть, даже этот человек им ничего не может, не скажет в этом плане, но все равно будет за них переживать. Поэтому я очень-очень надеюсь, что с ними все хорошо, что у них все наладится в жизни, что они всегда смогут найти выход, и что они просто станут счастливыми. Вот. Я постараюсь это видео сделать и на английском, и на турецком, просто потому что я знаю свой контент, и я хочу, чтобы... Знаю свой контент, и знаю своих зрителей, я хочу, чтобы у меня помимо развлекательных тем, вот этих реакций, были другие темы, которые мне тоже очень хотелось бы высказаться и как-то самой легче для себя сделать, вот. Давайте просто все вы пожелайте им всего самого хорошего, чтобы у них все реально наладилось, и чтобы они не оставляли так резко других людей не из-за того, что они что-то сделали плохое, а из-за того, что просто потому что о них переживают люди. Я просто очень надеюсь, что я увижу эти сообщения от них. Я не знаю, когда пройдет этот период, закончится вообще этот период или нет. Я просто надеюсь, что когда-нибудь я увижу от них сообщения. Со мной все хорошо. Я буду просто счастлива от этого. Так что вот такое видео получилось. Спасибо вам за просмотр. До скорой встречи в новом видео. Все, всем пока. Sıcak süratle akacak kaşı. Görevimiz haksızlığa karşı çıkmak. Aksini yapamam zaten ruhuma işlemişken underground. Kaldır bırak düşüncelerini, onları kaldır kırar.